Сейчас на нашем канале документальный фильм «Здесь живут люди» о том, какую цену за конфликт в Донбассе заплатили и продолжают платить мирные жители. Мой отец за сутки до того, как я въехал в ДНР, он мне говорит: кто тебе заплатил, зачем ты туда едешь, для какого канала ты идешь? Не для канала. Нас тут спрашивают: вы журналисты? Мы говорим: мы не журналисты. Вообще просто снимаем правду. Вот что мы делаем. Мені 13 років. Тут була війна, і багато людей умерло. Багато хто поприїжджав і багато хто уїхав. Половину моїх однокласників нема. Вот так нас любит Киев наш. Да, не сильно. Хотя бы дали бы выехать или, не знаю, днем бы, но не ночью, когда все спали. Что уже деваться некуда и куда бежать. И они даже видят, что с детьми, что люди обычные, они все равно бомбили. У нас колонна была погибших людей. И бабушки там были, и все. Им все одно они сказали. Нам была команда, типа, не выпускать никого с села. И все. Да. Расстрелять дома. Да, да. Вот именно что дома. Знают, что там люди, они подходили, даже подъехали с танка. На глазах у хозяина. Поулыбались. Файный был, как, дом, да? Ну, файна была хата. И уехали. Бои были именно на тех улицах, где были дома такие. Более-менее Да. личные. А почему именно тут? Ну, а там не файна улица. И все. Вот это ответ их. Да. Да. А если нам выехать некуда, нам да. некуда выезжать, куда мы выедем? Все одно, их это не волновало. Не выехал, значит, помогал и так далее. Да, сотрудничал. Да, особенно медики. Они ездили со списком, там были все учителя, медики, и искали всех. Кто остался, кто, Да, кто хоть чем-то помогал. Да, медики, да, значит, вы помогали по-любому. Школа, вы участвовали в голосовании и так далее. И у них списки были, это что-то им что-то дал, имена, фамилии. Есть у нас местные ребята, которые воюют, и погибшие местные. Мы люди рабочие, мы сами все это, как говорится, с протянутой рукой там у этих не будем просить. Мы Донбасс, рабочие, крепкие люди. Ну, во-первых, мы боролись за свой дом, за свою семью, за свой народ, который стоим здесь. Мы же не пришли к ним туда. Они пришли к нам и пытаются навязать свое. Ну, что тут действительно беспредельничали они, конечно, да, серьезно. Этому прощения нет, этому прощения никогда не будет, да. И браться с ними никогда не будет. Да. Никогда. Слишком много сделали горя здесь. И детей, и жен, и бабтерей. Нагло. Бомбили по беспределу. Ну, увидели сами на Сауроке, что творится.
Сауровка, Дмитриевка, Степановка, вот Петровчик то же самое. Много положили людей невинных и ложат до сих пор невинных людей. Страдают дети, они стреляют туда, куда не попадали. И по Ижинске, и по школам, а потом говорят, что это мы делаем. На самом деле они стреляют по мирному населению. Страдает большинство мирного населения. Если наш один погибает, то мирное население погибает 40 человек. В таком плане. Ну, а мы стояли и будем стоять за свою, за свой дом, за свою землю. Сухпай. Мы жители Амросики. Очень жаль, что такое к нам отношение с Киева. Мы хотим самостоятельно, мы хотим от них отделиться и жить нормально. Вот. Мы этого не хотели, но мы все это видим, разбитое, разбомбленное, разграбленное. Удивляемся, как все разбили нашу область, наше достояние. Должен слушать всех, и Запад, и Восток, и Север, и Юг, людей всех. Потому что, так, к мнению, никто это не слушает пока. Только кричат, что мы сепаратисты. Дети наши сепаратисты школу разбили. Посмотрите, вот школа. В большей части обрабатывает население. Говорят, здесь русские. Да здесь наши хлопцы стали на защиту. Жалко их. Много погибло. Абсолютно в хлам разрушена школа. Дети даже они русские особо не знают. Они говорят на украинском. Они говорят, Бендера, пришел, бендеровцы, и говорит, мы не простим. Ну, конечно, это не простят. Дети маленькие заслужили, да, это все. Они же террористы, они пророссийские боевики. Вот они, дети, которые вчера были на празднике, которые держали флажки. И во всех заборах на калитках написано «Здесь живут люди». Понимаете? Здесь живут люди. Это понятие, мы плакали, что мы люди. Что поймите, что мы люди, что мы тоже живем здесь. А у нас мы не люди, Мы никому не потрібні. Тяжело это все воспринимать, отношения. Даже те, кто пришли в село, первые дошли, хлопці, самі не розуміли, чого вони тут, за що вони борються. Вони не розуміли. Когда мне говорят, что террористы бомбят, я реально смотрю, откуда прилетает и как разрывается. И зачем врать? Скажите правду. Да, мы считаем, что вот здесь идет гражданская война. Но просто скажите, да, мы бомбим, да, потому что мы считаем, что это тот фактор, который надо задушить на корню. Как мне звонят друзья, у меня очень много друзей, я говорю, да приедьте к нам, просто один день, посидим, чай попьем. И не надо потом рассказывать, что мы здесь все раньше были просто бандитами, потому что жили в Донецке, а теперь мы еще сепаратисты, и теперь мы еще террористы. А жители называют жизнь в Донецке донецкая рулетка. Попал в зону обстрела, не убили, повезло, не повезло, убили. Да, у каждого человека свое понятие, герой или террорист. Если он тут родился, и его мнение не услышали, и вообще у него ничего не спросили, а записали в террористы, то он, наверное, террорист. Так и все, кто остался здесь и выехать не может, это все террористы. Понятие и закон для всех един, если он выполняется. Для всех. Дай Бог, чтобы это было последней каплей. Чтобы не было больше здесь бомбежек. Может, все восстановится. Может, не придут уже сюда. Против кого воевать? Друг с другом воюем. И вот о единой стране сейчас, я не понимаю, о какой Украине вот сейчас говорится. Я помню ту Украину, но как к ней вернуться, я не понимаю. Ну, я не знаю, как это простить, честно.
Я не знаю, как это загладить, простить. Я не понимаю. А как это сказать семьям, у которых вот или погибшие родственники, или детки в школе взорваны, или на футбольном поле? Как это простить? Не понимаю. Я дончанка коренная. Я люблю свой город. Я всю жизнь здесь прожила, здесь работала. Я не хочу никуда уезжать. Я хочу остаться здесь. Для наших людей, для дончан. Ведь искусство, ведь это то, что души наши каким-то образом исцеляет. Да? Война войной, это все ужасно, это катастрофа. Но люди должны что-то хорошее принимать, да? Ну вот я приехала сюда где-то в сентябре, и постоянно каждый день у нас были бомбежки. Нам слышно это все, один раз даже в бомбоубежище пришлось спускаться, ну потому что очень страшно. Когда танцуешь, забываешь о войне, тебе нужен только танец, только танцевать хочешь, и все. Не уедете из Донецка? Нет, я сюда приехала, у меня была возможность уехать, но я не хочу. Мы для себя выбрали, у нас обратного пути нет. Мы никогда не оставим город, мы не сдадимся Киеву. И не именно не Киев, мы не сдадимся тем уродам, которые сейчас управляют той страной. Вот когда будут там адекватные люди, когда будут люди действительно за что-то переживать, за народ, за свой, за страну, за все, тогда, может быть, будут какие-то разговоры, переговоры. А сейчас не с кем разговаривать и не о чем. Это убийцы. У них руки не то что по локоть в крови, у них и уши в крови. И эту войну развязали они, и задача у них была поставлена четко из-за рубежа. Так вот, те, кто это затеял, они имеют совершенно другую мотивировку, не экономическую, они имеют идеологическую мотивировку. За этим уже стоит понимание, что атака и бой идет на само сознание русского человека, вернее той национальности, которая впитала и ведет за собой сотни других малых национальностей и никогда не имела с этим проблем. Вот этот союз и даже религии, и православия, и ислама, буддизма на деле, на практике, в жизни, в мирной. Вот что, как пелось в одной известной песне, «Черный глаз слепило и слепит». То, что они уже сделали сейчас и продолжают делать, оно закончится у них дома. Но, понимаете, те, кто рождает эти мотивирующие идеологические войны, которые стоят в сути всего происходящего, они на это и рассчитывают. В 1944 году наш великодушный народ, гуманный, простил предательство Западной Украины. Их оставили в покое. Им простили все те прегрешения, которые они сотворили с этой коричневой чумой, с фашистским режимом. После распада Советского Союза и, так сказать, нового строя демократии, вот с 91-92 года в западных регионах Украины как раз началось активное движение этой коричневой чумы. Вы увидели, во что это все вылилось? Это вылилось в гражданскую войну, а перед этим был совершен военный переворот хунты, которая сейчас занимает места теплые в Верховной Раде Украины. Когда все начиналось, тогда Донецк объявил референдум. Я сам у истоков этого всего был. Несколько вопросов. Я был в этом первом суде как юрист. Первый суд рассматривался, поскольку прокуратура тогда города Донецка подала иск, что мы не правы, мы сепаратисты. Там было несколько фраз, что мы просили. Мы просили референдум о децентрализации действительно власти, о том, чтобы действительно регионы имели какие-то свои полномочия. Речь шла о том, что признать русский язык вторым государственным, о том, что органам местного самоуправления дать больше полномочий. Мы в первом же суде выиграли это. Почему Киев не пошел тогда на обычный договор?
Ну, у нас уже были тут всякие Майданы, всевозможные демократические, там, защиты, выступления. У нас на Украине как-то один период, чуть ли на протяжении 8 или 7 лет, каждый год выборы были. Ну, как-то уже скрипя сердце, мы, ну ладно, тихо, мир не стреляет и так далее. Но здесь народу наступили на что? На его честь, совесть, историческую принадлежность. На православие наступили, на ислам на тот же наступили. Там козлятник прыгать начал и говорить, кто не скачет, то и москаль. Здесь разжигалось. Разжигалось националистами, разжигалось баптистами, те, которые пришли к власти, Турчинов и все остальные. Это секты, запрещенные секты, и они при власти. И не надо им не нужен был мир, им не нужно было какое-то соглашение там о хозяйственной деятельности, о том, что регионам больше собственности. Им нужна была изначально война. Она была изначально не нужна. И президент им не нужен был, этот Порошенко. И Юлия Владимировна им не нужна, 300 лет была. У них была команда на разжигание войны. Уничтожение народа. Вот этой части народа, которая называется Донбасс. Мы отказались от этого. Мы не хотим идти с этой хунтой во главе. Мы хотим жить самостоятельно, экономически не зависеть ни от кого. Быть отдельным государством, работать со всеми и дружить со всеми остальными нашими соседями, непосредственно с Российской Федерацией. Они нам близки по духу. Мы славяне. Мы здесь связаны родственными узами, крепкими и тесными. На той стороне, за границей, у многих имеются родственники. Точно так же и у россиян здесь проживают коренные наши жители, но это их родственники. Мы связаны кровью. Вот это должны знать, откуда эти корни. И тогда они поймут, почему связь с русским народом, но просто нельзя разделить. Почему мы с другими понятиями, и почему мы никогда не примем Бандеру, и почему мы никогда не примем четкое разделение между славянскими народами. Это априори. И я считаю, что именно наш выбор с такими глубокими корнями и с такой перспективой, что этот выбор самый правильный. Приезжайте. Просто посмотрите, рассказывайте у себя дома, что тут творится, что тут работают люди, работают шахты, начинаются платиться пенсии. Да, есть куча, мы не будем скрывать, у нас есть масса проблем, которые мы решаем. Но процесс идет, мы строим государство, мы строим мирную жизнь, находясь в состоянии войны. Мы сказали, давайте проведем опрос хотя бы, официальный опрос, пусть это, даже если это референдум, он бы не принимал бы решение об отделении. Мы бы просто знали мнение людей. Почему было не пойти навстречу? Это никому было не интересно. Таким, как Турчинов и всем остальным, нужна была заведомо война. То, с чем Украина всегда пыталась доказать, когда был геноцид нации украинского народа, так вот сейчас они делают то же самое по отношению к жителям города Донецка и Донецкой Народной Республики. А как это можно еще назвать? Когда блокада идет даже уже поставок продуктов питания. Как, кроме как геноцидом, это можно назвать? Я уже не говорю о том, что используется тяжелая артиллерия и оружие массового уничтожения по отношению к гражданам. Когда уничтожаются обычные гражданские объекты, жилье и инфраструктура. Как это можно назвать? Кроме как геноцидом это назвать невозможно. Поэтому мы все должны себе давать отчет, что происходит. Знаете, Господь, Он один, Он видит все. Мы ни на кого не нападали, мы никуда не шли. Нам просто надоело так жить, мы устали. Победа будет за нами, мы стоим на своей земле. Я луганчанин в 5-м поколении, и куча людей, которые живут в Луганске и на Донбассе, они жили там, живут и будут жить. Поэтому мы за свою землю. А вот кукловоды, вот те, которые сюда запускают, которые засылают, ну какая же здесь экономическая выгода? Территорию им завоевать никто же не даст. Черноземы украинские, о которых там мечтали, они у них уже были. Зачем же им войну затевать? Нет, они идут. Здесь нужно вычистить
нацию, русскую, которая впитала в себя многочисленное количество народов, их союзников, веру для того, чтобы внедрить свое. То есть я к чему подвожу? Не финансовая, не экономическая выгода ими давлеет. Здесь сатана там правит бал. Выбрали полигон американцы и давайте. А те люди, да, они молятся доллару, они молятся каким-то там своим баптистским идолам, непонятно. Им это тоже выгодно. Таким, как Яценюк и другим. Не буду дальше по фамилиям, но скажу одно. Я для себя, например, лично все определился. Не будет с этими людьми порядка в государстве. Пройдет время, и тот же Киев поймет, кто ими руководил, как руководил и на что их толкали. Я думаю, мы с народом потом сядем, пожмем друг другу руки и скажем, что да, нас травили, извинимся друг перед другом. Но перед той властью никогда на колени не станем. С людьми, с киевским народом, с украинцами мы помиримся. Мы пожмем друг другу руки. Но никогда мы не пожмем руки с тем правительством, которое развязало эту войну. Я потом с многими пленными общался, с украинскими, и многие из них вообще не понимали, где они находятся. Им там говорили, мы едем на учения, там в закрытых грузовиках, ночью, куда, шо, привезли, трах-бах, как бы, и тут линия фронта, бабах-бабах. Вы поймите, вот эти все мифы про российскую армию, Российской Федерации, там, на Украине это в первую очередь миф, потому что признаться, что они получают по щам от обычных шахтеров и таксистов и работяг, как-то стыдно, как бы. А вот что, от российской армии, что, Гитлер получил, Наполеон получил, не стыдно как-то по морде получить, как бы. Недавно ездил в Новозовск, там до украинской стороны 10 километров, буквально вот Мариуполь, и работают несколько украинских каналов. Такой негатив идет, такое вранье идет. Война оружием, она слабее, чем та война, которая идет посредством массовой информации. Там просто идет накачка людей. Это то же самое, как они все там говорят сейчас в Киеве, что это тут самый обстрел. То есть ополченцы до этого взяли, брали артиллерию и стреляли в свои дома. Ну тоже бред. Откровенно говоря, ну люди вот сейчас ездят, восстанавливают абсолютно, парятся по поводу каждой котельной, чтобы просто там те же самых 5 домов, в которых остались еще люди, чтобы они отапливались. И что они брали бы и артиллерию и стреляли по своим районам? Вон, детям скажи, они посмеются. Это бред чистой воды. Ну, как говорится, каждому свое, и на войне все средства хороши. И, видать, у них там получается, хотя бы воевать у них не получается, хотя бы врать, да, получается. Ну, молодцы, а Донецк, он будет стоять, люди не сдадутся, просто не сдадутся. Люди и с автоматами, и без автоматов, они будут стоять. Так повелось, что Донбасс, если изучить историю, это регион, который потом, кровью, а то и жизнью своей отстаивал свои интересы. Он никому не покорялся никогда. Даже еще со времен Черноморья, которые здесь приморцы и сарматы ходили. Это было вольное поселение, вольный народ. Они жили дружно в мире. У нас сейчас минимум 36 национальностей уживается только в одном городе Донецке. И живем очень дружно, мирно, слаженно, помогая друг другу. А по всему региону, по Донецкой области, у нас более 132 национальностей присутствует. И никто никому не предъявляет претензий. Нет разграничения в языковом барьере, нет разграничения в культурном наследии своего народа или представительства малых народностей. Мы прекрасно их понимаем, мы их уважаем, потому что это наши соседи. А соседями всегда нужно жить в дружбе и согласии. А тех людей, которые, я вам скажу больше, живут на территории стран бывшего Советского Союза, там ни русских людей нет. Потому что советские, слово советские, это было слово русские. Вы поедете в Европу из Ташкента, из Улан-Удэ, вы будете русским человеком. А по их же технологии они хотят, чтобы мы здесь разошлись и выясняли, да. И мотивировки у них вот такие.
Вы понимаете, как бы это цинично не выглядело, но я вам хочу сказать, при фашизме есть не только сторона, которая страдает от него. Это, в частности, Советский Союз, который вынес основную люди и народы. Была сторона, которая и жила счастливо. Те же немцы и те же их сателлиты в Румынии, в Италии. Они же жили счастливо на определенном этапе. Потому что даже фашизм такой имеет, как бы вам сказать, позитив для кого-то, для тех, кто этот фашизм применяет, это оружие. А вот то, что происходит здесь сейчас, делая эти фашистские методы, применяя против нас, против Новороссии, они же даже там у себя ничего не облегчают. Разрывая наших людей фигурально, танками, они даже себе выгоды не приносят. Поэтому это нечто даже более страшное, чем фашизм. Потому что нет идеологии, вместо идеологии, как бы говорится, внедряются в сознание вот эти вот уже мракобесные какие-то нравственные нормативы, перечеркивающие все, оправдывая убийство ради убийства, даже без выгоды. Даже мародер, он убивает, штаны забрал и счастлив. А эти даже штаны не могут забрать. Они свои территории оставляют без газа, без света, без еды, без отопления, без всего. И кричат, мы еще мобилизацию проведем. Уже как мы хорошо убиваем. Так а кто кого убивает? Это они убивают и своих, и нас стараются убить. Вы знаете, я даже не сказал бы, что это фашизм. Какая это Европа? Если происходит геноцид, если происходит война, если там чиновников в мусорки закидывают, какая Европа? Вот Украина, посмотрите, ваш Киев, прекрасный город. Там, я нигде не был в Украине, жаль очень, я очень хочу поехать. Я верю всем своим друзьям, они говорят, это прекрасное государство было. Почему, допустим, Америка и Европа не делают вливание там, в пенсии ваши, в еду, там, в развитие экономики? Она делает вливание лишь в войну. У вас министры, 3 министра иностранцы. Какая вы незалежная Украина? Вот она независимость. Сейчас все руководство, что здесь находится, это все донецкие ребята. Это вот она независимость. Даже вот тут содержание Украины больше, чем вот на всю эту территорию. Ценности, извините, утрачены духовные. Большая их часть, не все. Но, извините, работа какая велась спецслужбами. Работа велась на то, чтобы убить в нас дух, убить духовные ценности, убить привязанность к своему региону. Человек богат должен быть духом. Человек богат должен быть своими делами праведными и поступками. Он должен помогать ближнему, слабым. Я бы хотел это сейчас опять поставить важным вопросом и обратить развитие духовное нашей молодежи, нашего будущего, нашей смены. Мы должны их воспитать опять в патриотическом чувстве, чтобы они смотрели и равнялись на примеры наших граждан. Некоторые погибли, а некоторые еще остаются в рядах и плечом к плечу с нами помогают в строительстве нашей республики. Вот что нужно развивать и закреплять нашим гражданам. Задача не наша выжить, а задача наша их победить. И выхода у нас другого нет. Нет другого выхода. Вот, в принципе, и все. Почему, я уверен, ни Путин Новороссию не сливает, ни ДНР, ни мы ее не сливаем. А мы не можем это сделать, потому что случится тогда все то, о чем мы сейчас с вами проговорили. А этого не позволит память предков, вера наша. Не позволит. Мир перевернется, если победит зло. Это, если хотите, выход на вековые войны между добром и злом. Зло иногда выигрывает, но никогда не побеждает. И вот это мы сейчас видим на Донбассе. И в глазах тех бабушек, которые на нас ругаются. Чего греха таить? Да то. Но потом, выплакавшись, подойдет, обнимет и говорит, спасибо вам, сынки. Это когда мужики, бойцы, огромные дядьки рыдают, еще страшнее, заходят за угол. Вот такие вот слезы на глазах. Вот такое вам будет разъяснение.
Сила тайги.